Gravity Falls вышел в далеком 2012 году и за несколько лет успел стать, я осмелюсь заявить, культовым. В отличие от многих мультсериалов, выходивших в пределах последних 20 лет, Gravity Falls получился очень лаконичным и, что самое главное, законченным. В то время как другие мультсериалы пытались высосать как можно больше денег со зрителей, Gravity Falls решил оказаться целостным, незатянутым и ясным. И это, вероятно, одна из ключевых вещей, которая позволила этому сериалу въезд в список культовых, как по мне. Важной вещью, которая заставляла всех ждать с нетерпением каждую последующую серию, являлось изобилие различных секретов, пасхалок и прочего. Вы только вспомните, сколько раз вы лично пересматривали интро только для того, чтобы заметить какую-то отсылку или важную для сюжета деталь. Сотни видео, поясняющие значение той или иной пасхалки, значение шепота перед началом каждой серии и так далее. Все это максимально вовлекало нас в происходящее. Говоря же о смысле, скрытом смысле или, если угодно, философии, то в Gravity Falls присутствует довольно много мыслей, которые в принципе не являются какими-то уж сложными для понимания. Несмотря на то, что у нас на вид обычно детско-подростковый сериал, смысл которого едва ли выходит за рамки идей про то, что не нужно быть злюкой, добро всегда побеждает зло и так далее, Gravity Falls иногда, но дает нам чуть более глубокие идеи, нежели представленные ранее. Например, серия про попадание в другой мир, где Мейбл является заложником Билла, нам показывает то, что реальность в любом случае должна побеждать. Мир фантазии и тотальный эскапизм должен уйти в сторону. Ведь в эру компьютеров найти пути отхода от реальности очень просто. Идея о том, что нужно учиться уметь отпускать полюбившиеся нам вещи. Идея о том, что рано или поздно все уйдет, а поэтому не нужно цепляться за что-то одно и пытаться жить исключительно этим. Например, в последней серии герои вынуждены покинуть Gravity Falls. Но мы-то видим, как сложно им это дается. За целое лето они успели по уши влюбиться в это место, но герои таки отпускают маленькое поселение Gravity Falls, и вместе с тем мы также прощаемся с этим сериалом. Как бы я хотела, чтобы лето не кончалось. Но так не бывает, Мейбл. Ты же понимаешь, что жизнь не может стоять на месте. Поэтому мы растем. Все меняется. И лето кончается. Но по сути, все эти идеи довольно очевидны и не требуют каких-то разъяснений со стороны. Чего не скажешь о следующем. Недавно, рыская интернет, я нашел одну очень интересную идею, которую вы уж точно не заметили при первом просмотре, и я попытаюсь доходчиво объяснить ее здесь. Ссылку на первоисточник я оставлю в описании. Поехали! Идея не так уж и сложна для понимания, но для того, чтобы вы поняли это целиком и полностью, необходимо будет ввести некоторые понятия, которые, возможно, до настоящего момента для вас были неизвестны. Но обо всем по порядку. Диппер – простой и в то же время крайне любопытный мальчик, который на протяжении 2 сезонов всегда пытается найти ответы на различные загадки, скрывающиеся за вывеской Gravity Falls. Он хочет знать все больше и больше. Он хочет знать все, что скрывает в себе Gravity Falls в принципе. Это желание называется стремление к абсолютному знанию. Диппер стремится познать все, даже несмотря на то, что это невозможно для него как физически, так и ментально, так как у него есть, так сказать, свои лимиты, лимитеры. Сайтама привет. Такие как его возраст, физические ограничения, я имею в виду, что он не всесилен физически, а также его недостаток опыта. Но он не осознает этого. Так же, как и большинство из нас тоже. Люди стремятся к перфекционизму, считая, что они смогут рано или поздно стать идеальными, узнать все секреты вселенной или будь что еще. Движение, которое направлено в противовес перфекционизму, если позволите, является нигилизм. Нигилисты — это люди, которые верят, что все ценности не обоснованы, так как человек, ввиду уже упомянутых ограничений, не может достичь идеала. И поэтому человек не способен полностью понять все тонкости бытия. К чему же я это говорю? Теперь идем далее. Нигилизм отрицает возможность полностью познать реальность. Но Диппер, как я уже говорил ранее, именно тот персонаж, который пытается постичь все секреты, что с точки зрения нигилизма невозможно. По ходу первого сезона в мультсериале появляется Билл, который как раз таки и олицетворяет уже упомянутое абсолютное знание. Билл тот, на кого законы не действуют, тот, кто пришел совсем из другого мира, и кто, если имеет некоторые лимиты в этом мире, является всесильным в его родном мире. Билл на протяжении 2 сезонов появляется всегда, когда герой ощущает свою ограниченность. Те моменты, когда они ничего не могут поделать, и когда им может помочь только то самое абсолютное знание, которое олицетворяет Билл. Для примера возьмем 4-ю серию 2-го сезона, когда Диппер пытается взломать тайный компьютер для того, чтобы узнать автора дневников. Диппер использовал лимит ввода пароля, и теперь у него есть 5 минут, чтобы ввести последний правильный код, а иначе все данные с компьютера будут удалены. Как раз таки в этот момент и появляется Билл, то, о чем мы уже говорили, момент отчаяния. И тут же он предлагает свою помощь. По сути, для Диппера в этот момент не существует никакого реального шанса остановить удаление всех данных, кроме как совершить сделку с Биллом. Тем самым Диппер, подавшись иллюзии абсолютного знания, теряет свое чувство реальности.
В этом моменте Билл играет роль монстра, стоящего пред вратами, которые разделяют реальный мир с его рациональным знанием и мир абсолютизма с его бесконечным знанием. Потеряв чувство реальности, Диппер теряет себя. Мы это видим буквально, так как Билл забирает его тело, будто бы говоря нам, вот что будет с теми, кто поддастся иллюзии абсолютного знания. В погоне за абсолютным знанием Диппер действительно узнает много чего нового, раскрывает многие секреты Gravity Falls, спасает своих друзей и простых жителей поселения. Тем не менее, Билл всегда остается напоминанием того, что он никогда не сможет достичь абсолютного знания в чем-либо. Ведь цепляясь за мираж того, что мы можем все, мы теряем видение реальности. Вот такое видео получилось, ребят. Если хотите больше видео по Gravity Falls, то ставьте лайки, тогда я буду знать, что вам это интересно. Еще увидимся.